С-студио представляет. Рада вас. Что вы всегда так были счастливыми и любили, уважали друг друга. Короче, дай, чтобы все, как ты сама хочешь, как ты сама себе желаешь, чтобы было. Иншаллах. Балвасик Расматиги. Аминь! Сейчас, пока только это пожелаю, дай Аллах, чтобы твоя жизнь была такая же яркая, как ты сегодня. В следующем году. Да,
И желаю вам всем здоровья, счастья. И у каждого у вас во дворе была такая счастливый день. И каждого у вас детей были свадьбы хорошие. Ну, как вам что сказать? То, что вы сами себе желаете, я вам желаю. И дальше я представляю нашего тамада Адиль Зудоров. Он будет управлять, и будем его слушать. Это очень важно, да. Уважаемые гости, дорогие друзья, всем добрый вечер! Ассаламу алейкум! Настроение, я смотрю, хорошее, это радует, а то иногда приходится заводить самому по несколько раз, знаете, как старую шестерку. Дорогие друзья, добро пожаловать на праздник семьи Умраевых. В этот чудесный вечер мы чествуем красавицу Зульфию, которая станет супругой красавца Хаджимурада. Прежде чем виновница и главное украшение этого торжества появится здесь в зале, давайте немного познакомимся. Ну, во-первых, с теми людьми, которые будут отвечать за темпы и ритм этой свадьбы. На синтезаторе у нас играет Тахир Гаджиев. Он очень любит, когда ему аплодируют. Также большой охотник аплодисментов Ферман Алмазов. И еще один прекрасный клавишник Бабек Амрахов. С огромным удовольствием представляю вам вокалистов. Знаете, обычно все-таки на свадьбах только одна сторона принимает поздравления. Сегодня у нас будет небольшое исключение. Сегодня с нами юбиляр, которому в этот день исполняется 40 лет, прямиком из Катека, Магомед Умраев.
позже. Ну и также сегодня с нами обладательница прекрасного голоса, сама тоже великолепная София Ягублу. София Харон, ну и хоть меня уже представили, все-таки я люблю аплодисменты даже больше, чем все эти люди. Меня зовут Адиль Задоров, очень приятно быть сегодня в этой чудесной компании. Ну и теперь, когда мы познакомились, дальнейшее знакомство, разумеется, продолжим, когда уже дело дойдет непосредственно до поздравлений. Давайте украсим, давайте озарим этот зал главным украшением, которое только может быть, разумеется, невестой. Великолепная Зульфия, мы тебя ждем, обрадуй нас. И невеста заходит в сопровождении вокально-хореографического ансамбля «Горный хрусталь Ватан». А будет только одна сторона планируется, это грустно, мне кажется. Давайте немножко бодрее, бодрее. Ассаламу алейкум, Максалди. Машаллах, я как Бог ругу. Еще минус 20 кило. 5 минут на диску, я шиберки могу. Аллах сирабин сакши кеги, Аллах сирабин хатыр нумру, Аллах сирабин эбелевен гизейлеги, кидугу, уже вокалову гадин бенсаса. Ясно куда шьетуна, эбелевен был бишь волнительный момент. Сегодня самый трудный, самый такой момент для родителей, когда дочь выдают замуж. Дай Аллах, чтобы в новой семье было бараката. Я много говорить не буду, мы хотим делом доказать сегодня, что аванская культура, она один из самых лучших, и в этом никаких сомнений не может быть. Поэтому я попросил сейчас красивые залы аванские, и мы проведем нашу прекрасную невесту в зал торжества.
Ну что, друзья, давайте еще раз поаплодируем нашим прекрасным друзьям из вокально-хореографического ансамбля «Горный хрусталь Ватан». Друзья, дорогая, не спеши занимать свое место. Эти прекрасные люди немного подогрели специально для вас, уважаемые гости, этот танцпол. Поэтому мы же не можем дать невесте занять свое место без первого танца с ней. Вот, налетайте. Уважаемые гости, впервые вижу, что никто не хочет танцевать с невестой. Вы серьезно? Вот, наконец-то инициативная группа объявилась. Вот теперь можно музыку. Предлагаю начать с чего-то чуть помедленнее, а затем ускоряться.
Ну что, друзья, спасибо огромное за это невероятно яркое начало. Невеста может занять свое законное место. Мы ее обязательно еще не раз сегодня поднимем. Любой человек в начале своей жизни напоминает крошечный росток, который только начинает прорастать из-под земли. И для того, чтобы этот крошечный росток вырос, окреп и впоследствии стал прекрасным цветком, за ним нужен очень пристальный уход. Но, разумеется, теми, кто осуществляет этот уход, теми, кто позволяет нам в итоге стать такими прекрасными цветками, какой сегодня перед нами предстает Зульфия, разумеется, это родители.
Именно эти люди днями и ночами на протяжении всей нашей жизни прилагают просто титанические усилия для того, чтобы однажды собраться вот на таком прекрасном вечере. Сейчас хотел бы именно родителей пригласить к микрофону. Родители невесты Юнус Хаджи и Семюза. Также мама жениха Муминат сегодня также здесь с нами. Ее также хотим пригласить к микрофону. Ну и прежде чем мы непосредственно родителям вручим этот микрофон, мы не можем, конечно же, не упомянуть также их родителей. Бабушки невесты Шамсуниня и Сабиатниня, к сожалению, не могут сегодня присутствовать здесь с нами, но душой они, разумеется, здесь. Представьте, какое великое счастье свадьба внука или внучки. Они определенно сегодня испытывают просто незабываемые эмоции и, разумеется, передают самые теплые пожелания. Сейчас, как говорится, наш замечательный тамада, мы будем пожелать нашей дочке всего хорошего. Друзья, больно, тяжело, да, уходите, но так создана наша жизнь. Твоя мама тоже покидала свой родной дом, пришла к нам. И этим же ты должна так делать. Также наш сын должен то же самое делать. Это закон природы. Это создано так, от этого не уйдешь. Мы можем только вам пожелать всего хорошего, долгого лет жизни, чтобы у вас было все хорошо, лучше, чем у нас. Будьте здоровы, будьте счастливы. Зуля, я тебя поздравляю, желаю тебе счастья, крепкого, семейного благополучия. Что тебе еще пожелать? Всего самого наилучшего тебе желаю. Будь счастлива, моя родная. Всего хорошего. И можно я также добавлю, будь такой же замечательной невесткой, как твоя мама. Hər bir ananın, hər bir atanın arzusu da evlat toyu görmək. Bildiğimiz kimi bugün bizim bəyimizin atası bizimle burada yoktur. Allah ona yani rəhmət eləsin. Qəbrini nurla dondursun. Arzum budur ki, Yunus kardeş, Sümüzər bacı, sizi nəvə nəticə toyu görərsiniz. Allah sizi canı sağ olasın. Burada oturan hər bir bacı, qardaşların arzu edirəm ki, belə yaşayan toy şənlikləri keçirməyə qismət eləsin. Давайте поддержим еще. Давайте еще раз поддержим эмоции. Я думаю, те, кто уже испытывал такое, прекрасно понимают. Но скажу честно от себя, на любой свадьбе я больше всего всегда, разумеется, солидарен с отцом невесты. Я просто восхищаюсь теми отцами, которые выдают свои дочери замуж. Объясню почему. У меня у самого 2 дочери, слава богу, еще маленькие. Но когда кто-то начинает шутить о том, что вот ты не почувствуешь даже, как пролететь время, скоро будешь их замуж выдавать, я сразу думаю, да ладно, как это? В смысле кому-то их отдавать? Они же только мои. Никому ни за что. А ты не забудь, что ты тоже чужую украл. Было дело, было. Но после этого, я думаю, вы понимаете, что нужно делать, да? Давайте поддержим этих замечательных людей здесь, на танцполе. Поехали! Mən də hər kəsi salamlayıram, dəyərli əziz həmyerlilərim. Təbrik edirəm İsmizə xanım. Gözünüz aydın olsun, göz dolusu görəsiniz, çox mübarək olsun inşallah. Gözünüz aydın olsun, ata-yana, siz xeyirləri, önə gəlin. Gözünüz aydın olsun, ata-yana, siz xeyirləri, özməli olan.
Спасибо большое, друзья. В принципе, мне кажется, вот эта группа, которая здесь сейчас находится, может вообще никуда не расходиться. Зачем лишний раз садиться, снова вставать, да? Ну, тем не менее, мы идем дальше и переходим к следующему поздравлению. Вот сейчас мы послушали очень теплые слова, очень правильное и доброе напутствие от родителей. И хочется здесь поговорить о таком чувстве, как любовь к родителям. Любовь ребенка к своему родителю – это такое же врожденное, такое же инстинктивное, подсознательное чувство, как и, собственно, любовь родителя к ребенку. Мы все любим своих родителей даже в тот период нашей жизни, когда мы, в принципе, ничего в этом мире не понимаем и не осознаем. Но при всем этом есть ровно одна категория людей, которой мы всегда доверяем немножечко больше, чем наши родители. Это те, вместе с кем мы растем. Разумеется, это наши братья и сестры. У Зульфи есть замечательный брат Усман. Я очень хочу сейчас пригласить его к микрофону. Мне кажется, он очень усердно, очень пристально готовился к этому дню, и сейчас он сможет нас удивить. Дорогие друзья, ассаламу алейкум. Я очень рад вас всех видеть, и еще больше рад, что моя сестра обрела семью. Это
очень ценное, наверное, даже самое ценное, что может быть в жизни у человека. Наверное, даже ни для кого не секрет, что я свою сестру очень сильно люблю. Это для меня самый важный человек. Не только мои родители, но и моя сестра. Будущая жена и семья тоже, конечно, но сейчас речь только о сестре. Зуля, я тебя очень ценю. Спасибо, что ты есть. Спасибо, что ты сочетаешь в себе качества не только как лучшего друга, но и как отца и матери, потому что ты тоже участвовала в моем воспитании. Тебе за это большое спасибо. Что еще тебе пожелать? Я желаю, чтобы у тебя в браке была очень крепкая дружба, очень сильная любовь, и чтобы поводом для твоих слез было только счастье. Я очень тебя сильно люблю, Зуля. До чего трогательный момент, да, согласитесь? Вот они, объятия брата и сестры. Пускай, друзья, и на ваших глазах слезы будут только от такой искренней любви к своим родным. Ну а теперь давайте все-таки немного веселья. Не зря вы никуда не уходили. Давайте в центр. Вечером
Спасибо большое, дорогие друзья. Знаете, мне больше всего понравился момент, когда Магомед Умраев, у которого сегодня юбилей, пел «С днем рождения, дорогой», песня самому себе. Магавас Аллаху. Знаете, друзья, я хочу сейчас немного поменять вектор. Дело в том, что настолько эмоциональные и трогательные до этого звучали поздравления. Еще чуть-чуть я сам скупую мужскую слезу, наверное, допущу, чтобы этого не случилось. Все-таки много людей вокруг, тут еще и съемка идет. Давайте небольшой анекдот. Один мужчина, пускай будет один американец, это не столь важно, поймал золотую рыбку. Ну и по классике рыбка говорит: исполню любое твое желание, только отпусти. А он думает: так, я успешный человек, у меня в принципе в этой жизни все есть. Замечательная семья, дети, отличный бизнес. Вплоть до личного самолета все мирские блага у меня имеются. Рыбка, что ты мне можешь дать? Она говорит: ну думай, чего бы ты хотел? Ты молодец, что у тебя все есть. Он говорит: слушай, у меня даже есть свой небольшой остров в океане. Давай я вот что у тебя попрошу. Мне очень неудобно каждый раз летать на самолете на этот остров. Давай ты прямо в океане построишь мне огромный мост, чтобы я мог спокойно ездить туда на машине. Рыбка говорит: слушай, ну это реально тяжело. Даже для меня. Я, конечно, много чего могу, но прямо через океан построить огромный мост только для того, чтобы ты мог ездить на свой остров, ну это тяжело. Рыбак говорит: ладно, давай тогда по-другому. Попрошу тебя кое о чем тоже весьма непростом. Я хочу понимать женщин. У меня замечательная жена, у меня есть дочери. Но все равно я не могу понимать женщин до конца. Они словно противоречат сами себе. Сначала хотят одно, потом другое. Вот сделай так, что я мог понимать женщин, пожалуйста. Рыбка подумала, говорит: так, ты мне скажи, на твоей трассе к острову 4 полос достаточно? А вообще еще великий писатель Оскар Уайльд говорил о том, что женщина не создана для того, чтобы ее понимали. Она создана для того, чтобы ее любили. И, откровенно говоря, именно попытка понять женщин – это ошибка многих мужчин, даже самых мудрых. Поэтому, Зульфия, хочется тебе пожелать, чтобы твой Хаджимурат, мне, кстати, говорили, что он где-то здесь, мы его обязательно найдем, чтобы он пореже пытался тебя понять и покрепче любил. Ну, а к микрофону я сейчас хотел бы пригласить дядь и теть невесты со стороны отца. Это дядя Юсуп, его замечательная жена Эсмира. Так, разумеется, все уходим с детьми. Я давайте детей не буду перечислять. Называю дядю или тетю, называю супруга. Дети автоматом в этот пакет включены. Дядя Юсуп и супруга Эсмира. Также тетя Саадат и ее муж Гаджи. Тети Сибиль, Патимат и Сафат, к сожалению, не могут с нами здесь сегодня присутствовать, но они передают самые теплые пожелания издалека. Ассаламу алейкум, всем добрый вечер. Золя, тебе хочу пожелать самые наилучшие, чтобы ты была всегда такая красивая, какая есть на сегодня. Поздравляю тебя с твоей свадьбой. Дорогая Зуля, любимая, я сегодня поздравляю тебя с таким прекрасным днем, желаю тебе огромного счастья, будь всегда такой красивой. Извиняюсь, я должен был сперва представить Юнуса и Симута. Поздравляю вас, что выросли таких детей красивых. Зуля, я тебя поздравляю, желаю тебе счастья, здоровья и всего самого лучшего. Будь такая же красивая. Зуля, поздравляю тебя с днем свадьбы. Будьте счастливы. Молодец. Зуля, я тебя очень люблю и очень за тебя рада. Ты для меня самый близкий человек, и с самого детства ты являешься для меня самой лучшей сестрой. Ты для меня как родная, правда. Я тебя очень люблю и желаю тебе счастья, чтобы у вас с Хаджимуратом все было хорошо.
Я вас люблю. Зуля, хочу раз это здесь. В первую очередь хочу пожелать вам взаимопонимания. Очень важно, чтобы вы понимали и слышали друг друга. Хочу пожелать вам совместной, долгой жизни в любви и гармонии. Зуля, мы все тебя очень любим и ценим, и всегда готовы помочь и поддержать трудную минуту. Аллах бахтиги. И напоследок, просто будьте счастливы. Будьте счастливы вместе. Друзья, Аллах бахтиги, сладкие, бахтиги, связи, Рабби. Всем ассаламу алейкум, добрый вечер. В первую очередь хочу поздравить Юнус Петей и Петеля Юнус. Вас поздравляю. Зуля, желаю вам счастья, долгих лет жизни, много-много детишек, чтобы всегда дома у вас царила гармония, любовь и детский смех всегда вас радовал в будущем. Иншаллах. Зуля, дорогая сестра, я тебя поздравляю. Будьте самыми счастливыми, чтобы вы всегда друг друга поддерживали, ценили друг друга. Это самое важное. Еще раз поздравляю. Аллах бахтиги, тогда хайфиги. Расул тоже речь подготовил, но он немножко забыл. В следующий раз скажет. Но, видимо, уже кому-то другому. Ваши предпочтения по музыке можно прямо вот туда, напрямую доставлять. Вы готовы танцевать под все? Давайте посмотрим. А тут наш звучит хорошо.
Спасибо большое, друзья. Сейчас, кстати, уникальная случай, когда вы можете не отдохнуть. Но прежде чем пригласить сюда наших замечательных друзей из ансамбля «Горный хрусталь Ватан», еще один совсем крошечный буквально анекдот. В один кавказский горный аул приехало телевидение, чтобы снять сюжет про местного долгожителя, который прожил сильно больше 100 лет. Его спрашивают: вот вы живете столько лет, и всегда считается, что вот быть долгожителем это здорово, это прекрасно. А есть ли все-таки в столь длительной жизни какие-то минусы? Он говорит: разумеется, есть. Как минимум один очень большой минус в долгожительстве имеется. Вы знаете, как мне тяжело и как грустно
видеть, как стареют мои правнуки. Поэтому, друзья, пожелаю всем вам увидеть, как стареют ваши правнуки. Но раз мы о Кавказе заговорили, то сейчас самое время предоставить эту площадку вокально-хореографическому ансамблю «Горный хрусталь Ватан», который выступит с песней «Салам тебе, Кавказ». Спасибо, друзья. Это был вокально-хореографический ансамбль «Горный хрусталь Ватан» с песней «Салам тебе, Кавказ». Но мы двигаемся дальше. И очередь уже доходит до дядь и тет невесты со стороны матери. К огромному сожалению, ни дяди Низара, ни дяди Музара, ни тети Самаи, ни тети Санур здесь с нами нет, но они, разумеется, передают самые теплые пожелания Зульфие и ее семье. Но здесь есть сын тети Самаи Чанан, и мы, конечно, хотим его пригласить к микрофону. Он, я думаю, выскажет поздравления и пожелания за всех. Чанан, мы тебя очень и очень ждем. Как говорится, краткая сестра таланта, ты не спеши уходить, ты не спеши уходить. Ты не переживай, тебя одного здесь не оставят ни в коем случае. Молодежь, вас было много, давайте потихоньку поднимемся, поддержим Чанана сейчас в танце. Sarhoş
Спасибо, друзья, спасибо за вашу невероятную энергию. А знаете, какое главное правило у любого свадебного ведущего? Ну, просто каждый уважающий себя ведущий свадеб всегда очень тщательно расписывает сценарий. Но первое правило — это ни в коем случае не рассчитывать на то, что свадьба пойдет по сценарию. Вот и сейчас мы должны немного отклониться от сценария, потому что мы вынуждены через некоторых родственников, вы уж простите, немного перепрыгнуть, потому что здесь есть друзья семьи Умраевых, которым, к сожалению, совсем скоро надо уезжать, но, разумеется, мы не можем расстаться с ними, не пригласив их сюда к микрофону, поэтому сейчас ждем друзей, они же, в общем-то, многие и дальние родственники. Просьба слушать внимательно, просьба всем, кого назову, выходить со своими семьями. Руслан Гудаев, Гурбан Терчиев, Джамал Мехтиев, Шамиль и Ибрагим Теховы, Маха Ахмедаев, Эльхан Батараев, Али Халаев, Шарапуддин Магомедов, Динара Гусейнова, Расим его супруга Гюнай, Эльдар его супруга Тарана, Шакир, Шамиль, Мехрибан, Тома, Гусаля, Жаля, Афет, Говхар,
Афеля, а также Барат с женой Хураман. Как вы видите, список достаточно длинный, но некоторых из упомянутых я уже здесь видел, поэтому всех ждем на этом импровизированном подиуме. Всем ассаламу алейкум. Аллах поздравляет с бракосочетанием, дай Аллаху счастья, любви, удачи и чтоб скоро у них дома заплакал ребенок. Зуля, я тебя сильно люблю. Я говорю, я хочу, чтобы ты была счастлива. Вот, чтобы каждый день, чтобы ты счастлива была, чтобы у тебя в жизни все наладилось, как ты хотела, чтобы было у тебя. Не дай Бог, конечно, если что, мы рядом с тобой любую секунду, любую минуту. Пёхляги. Хочу пожелать в этот замечательный день молодоженам счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Чтобы все было у тебя круто и супер. Бахкеги, цезахтерхиди. Салам алейкум, поздравляю всех. Здоровья, долгих лет жизни. Я начинаю сразу плакать. В первую очередь хочу поблагодарить за то, что пригласили меня на такую свадьбу. Дуля, я так понимаю, здесь свекровь твоя вообще, да? Или уже свекровь? Но я думаю, что вот такой мамы, как Сима, как она однажды сказала, какая тебе Абай, не может быть плохая дочь, следовательно, ты будешь прекрасной невесткой. Твоя мама большое вложение, можно сказать, вложила в меня в становление как, назову правильно, как хозяйки дома. Я думаю, что ты будешь также прекрасной хозяйкой, прекрасной женой. Будьте счастливы. Самое главное, любите друг друга и уважайте. Ассаламу алейкум, битнал джамаат. Еще хочу целый поздравить Рушина Юнуски, Симузарги, в моментке, где бикенуге, дуял тала, Аллах саджам карватиге, где оберцин ракуль патушар канхнихет. Еще бража дуял типу сагабджане, калмат рекреге, хзам куль патуреге ярабин. Еще бексбону немунава аля звеге, эбеден цуларденца, эхедя спон звеге ярабин. Батсым щик анжо беге разы ярабин. Allah sprach gegen Zedach Echide, Gesandte Kulpaturege. Allah sprach gegen Erotne, mit dem Weitke Disziplin, Allah Brunnen Друзья, ну как минимум некоторые из вас, я видел, как разрывали просто танцпол в Екатеринбурге пару недель назад. Здесь вы не можете даже немного сбавить планку, уже это понимаете? Вперед! Geceler arası, geceler arası,
Замечательная уральская лезгинка в исполнении Хаджи Мурада и Мурада. Спасибо вам большое, ребята. А сейчас хотел бы снова предоставить слово профессионалам. Вокально-хореографический ансамбль «Горный хрусталь Ватан» выступит для нас с вами с танцем юных горянок. Давайте полюбуемся. Ваши аплодисменты ансамблю «Горный хрусталь Ватан». Это был танец юных горянок. Ну а перед тем, как пригласить сюда следующую партию поздравляющих, хочу выразить свое восхищение старшим поколением. Но если отталкиваться от себя, это поколение от наших бабушек и дедушек. Я восхищаюсь этими людьми ровно по одной причине. Они жили, если сравнивать с тем, как мы живем сейчас, ну, наверное, раз в 10-15 беднее. И при этом у всех было там, ну, минимум 4 детей, чаще всего 5, 6, 7 и так далее. Это просто потрясающе, но в итоге так уж получилось, что из-за этого пострадала одна категория людей. Это категория свадебные ведущие, слишком длинными стали списки. И, собственно, сейчас будет длинный список двоюродных братьев, сестер, отца, невесты, ну и также, разумеется, все представители их семей также приглашаются к микрофону. Ну что, поехали, начнем перечислять. Хикмат, Фикрят, Бадрудин, Самарат, Севда, Асабумар, Магомед, Фуат Хаджи, Назим Хаджи, Абдусалам, Рашид, Абдулла, Араз, Мага Умраев, Салават, Фарман, Хуруй, Хава, Тамерлан, Шамсуда, Марьям, Заур, Халида, Абдурахман. Также приглашается Эльмира, жена покойного брата Кудрата, ну и также представители более молодого поколения Хабиб, Хамзат и Адиль, кто бы это мог быть. Добро пожаловать. На этот торжественный вечер поздравляю в первую очередь родителей Симуза, Юнус. Вас поздравляю в первую очередь с этим счастливым днем. Потом Зуля, дай Бог счастья, взаимопонимания и хорошей семейной жизни. Я представляю от Умраевских, а их Батаева будет Фат представлять. Умраевский, давайте все вперед. Салам алейкум. Пацан. Мужики, расходим тебя прижено. Зам Широхги, зам Паткулеги.
Процалый, у вас кульпат ебахкеги, цадахтехиги, занкупадореги. Ассаламу алейкум, добрый вечер всем. Начал Юнус, он поздравьте Лушину. Я целый гонги, Аллах спахтеги, цадахтехиги, занкупадореги. Бруху. Братцы, ассаламу алейкум. Зуля, Хачапрат, поздравляю вас с таким прекрасным днем. Пожелаю вам только искренней любви, счастья и всего самого наилучшего. Будьте счастливы. Зуля, будьте счастливы. Аллах спахтеги верится. Зуля, Аллах спахтеги цадахтехиги. Зуля, родная наша девочка, любит тебя очень сильно. Огромного счастья. Зулечка, а у вас верится на Махмеде? Я тут президент сказано, поздравляю тебя с свадьбой. Желаю всего самого наилучшего. Там, где убрали, там им обязательно, вы же понимаете. Это тоже входит в пакет. У нас даже пословица старая есть, не буду повторять. У нас только посуду, если изменить, тоже танцуем. Аллах спахтеги. Аллах вымрутим сахти. Дальше. Зуля, моя красавица, шастая, поздравляю тебя, свадьба. Дай вот тебе здоровья, счастья, любви. Любите друг друга. Семза, Юнус, поздравляю вас тоже. Это первый шаг. Желаю, чтобы первый шаг удачи был. Спасибо. А Рашид безет, что Адат Пуга, раз минимум щапу не бить цикала, вот это был первый. Юнус, вот целу Симузар, я целу муж поздравить Юшина, в первую очередь. Зульфия, Аллах, Башкеги, Садахрежи, Исматиги, Ясвасреги, желаю счастья, чтобы все было у вас идеально. Нас всех приветствую в такой знаменательный день. Я поздравляю тебя, что ты смогла найти своего любимого человека, и желаю вам оставаться вместе всегда до конца, и чтобы всегда были счастливы. Всем ассаламу алейкум. В первую очередь, Симузар Бай, Юнус Питер, может, перекируешь на мир Боху Бумджуса, Хамиша Жамбирцинса, Асан Кастан Сереги, Хазан Нарезу, Исмак Тиберасан Забитнай. Зуля, Хижибрат, Мджосудун, Эмир Боху Хамиша Рокстройниш, Хамиша Иксы, Бирцин Сереги, Хазан Купаку Реги, Аллах Спахтеги. Всем слава. Моя дорогая Зуля, братская жена, поздравляю вас, очень сильно вас люблю. Это просто очень красивая вы пара, и я бесконечно счастлива, что вы нашли друг друга. Сначала, Зуля, мы с тобой были просто подруги, потом мы породнились с одной стороны, сейчас с другой стороны. Мы с тобой со всех сторон вместе. В общем, я тебя очень люблю, поздравляю. Зуль. Сестренка, поздравляю тебя от всей души. Желаю тебе благополучия, семейного счастья, чтобы ваш дом наполняли дети и их радостный смех. Поздравляю. Ассаламу алейкум всем. Юнус, васалам. Симузар. Allah'ın sağlıcağını geldi. Şekka. Yok oluğun ya Allah dünya kırat çok geldi. Ya Rabbi ne Allah. Allah ömrün sağlıcağını geldi.
إخلاص بحكي لكن المراد كبار هر شيء ومحلنا أهل بيت سنة أو دايج أهل بيت المجلس اسمعتي روح كاي وري عمرو روحو بطلع روحو Подожди. Рано, друзья. Во-первых, Абдушалом Асал. Я мимо тебя никак не пройду. Ассаламу алейкум, братья. Вот салам Мухаммад. Семизар, в первую очередь, можешь поздравить Урушина. Жека, я стоит, я мужик Азахман, да, реком губи, лаку, Санхи, по мужик, Сикасмати. Ладно, Зуфия, мы поздравить Урушина. Что притча была. Двое влюбленных ходили по свету, искали понимание, что такое любовь, искали смысл этих слов. Все, обходя никого, никто им не ответил. Также дошли, говорят, они к одному мудрецу. Но мудрец им сказал, вкратце, вы когда, говорит, после любви, говорит, поженитесь, вы, говорит, зайдете в свой дом и откроете, говорит, окна, двери, чтобы проветривать, говорит. Первое, что вылетит из окон, это будет любовь, говорит. Но она будет висеть, говорит, над домом и будет, говорит, указывать дальше вам взаимность, домашний быт, уважение и все остальное. И всем этом, говорит, будет ваша складываться любовь. Чтобы оно до конца ваших дней, что висело в вашем доме. А вы растете, однако. Зульфия, поздравляем, будь самой счастливой. А еще Сабина здесь была. Куда убежала Сабина? Сабина, иди сюда. А то, видишь, Сабинина мама сказала, а вот сама Сабина еще не сказала, непорядок. Краткая сестра таланта, ну, я, наверное, немного другой случай. Сейчас, да, я уже не как ведущий, я даже положу вот эту штуку свою, да, как родственник, кстати, мое имя здесь тоже прозвучало. Ну, во-первых, разумеется, родители, невесты, от всей души хочется поздравить. Это правда первый шаг, потому что есть еще второй. Усман на подходе. Зуля, ну, во-первых, тебе огромное спасибо. Я вам расскажу всем, дорогие друзья. Чуть больше года назад мне Зульфия сказала: ты будешь ведущим на моей свадьбе, хотя я не знаю, когда она будет и с кем. И видите, очень скоро все образовалось как-то, поэтому залог успеха в том, чтобы вовремя забронировать правильного ведущего. За это тебе большое спасибо, действительно. Всегда очень приятно прилетать в Сибирь, всегда приятно видеть земляков, родных. Как дома себя чувствуешь, честно, хотя прилетаешь за несколько тысяч километров. И чаще всего прилетаешь на один день и утром уже отправляешься назад. За это огромнейшее спасибо. Что касается пожеланий, вот знаешь, у меня недавно была годовщина свадьбы, и у нас с женой, конечно, возник спор. Да, можно поаплодировать, 7 лет уже неплохой срок. Мне нравится. Так вот, у нас с женой возник небольшой спор, потому что тоже была свадьба невесты 8 августа, а уже как бы совместная свадьба жениха 11 августа. Разумеется, я 8 ее ни с чем не поздравлял. И она вплоть до 11-го 3 дня предъявляла мне претензии. Где поздравления? Ты не поздравил меня с годовщиной. На что я ответил: слушай, ты когда-нибудь видела, чтобы в футболе команду после первого тайма поздравляли? После второго только. Так что у нас сегодня только первый тайм, но хочу отметить, что первый тайм, он тоже очень важен, зачастую от него тоже очень многое зависит. Пускай он пройдет для тебя максимально хорошо, ты уже подготовишься ко второму, и дальше пойдет все самое прекрасное. Хочется тебе пожелать, чтобы в Урае, в городе, в который ты переедешь, открылась целая огромная сеть магазинов «Золотое яблоко». Это обязательно. И чтобы Хаджи Мурат на тебя всегда смотрел вот с такой же любовью, с таким же блеском в глазах, как ты смотришь на вывеску «Золотое яблоко». И еще такой момент, я с Хаджи Муратом еще эту тему не обсуждал, но у меня очень много друзей, знакомых, которые вот до свадьбы были вот эти вот камни, они говорили: я вот женюсь, жене это нельзя будет, то нельзя будет, вообще вот ничего и нельзя будет. Я думаю, так, ты жениться собрался или аквариум купить? Странно. Но в итоге именно такие люди впоследствии становились
мастерами спорта по подкаблучному делу, некоторые даже международного класса. Поэтому Хаджимураду пожелаем быть настоящим твердым стержнем в вашей семье на деле, а не на словах. Зуля, будь счастлива, еще раз спасибо тебе за то, что мы сегодня здесь собрались в этой прекрасной компании. Ну что, теперь можно кричать «О!» и танцевать. Охо, я хочу всех украинцев сегодня видеть сильные, животающие, они тоже нам родные украинцы. Всех хочу видеть.
عجزني عجيبي يوخرا ميكي قلبي كسيمو عجزني عجيبي يوخرا ميكي قلبي كسيمو يا سي عطوي ما تجي كامر مكتوبي يا سي عطوي ما تجي كامر مكتوبي عجزني عجيبي يوخرا يكسبون يوكرا خلصني أكيد يوكسنا يكسبون يوكرا Let's go,
Здесь вплоть до самого утра, но нам нужно идти дальше. Пора уже предоставить слово двоюродным братьям, сестрам, матери невесты, которые сейчас приглашаются сюда, разумеется, со всеми представителями своих семей. Это Хамзат, Сададят, Курбан, сын покойного брата Камала, уточняется, Эльдар, Мехамбет и Сияфет. Кто здесь, просим к микрофону.
своей судьбой. Быть внутри домов, я даже своей судьбой. Быть внутри домов, у кого-то лапета, дикого секрече, он отводит сына, перестал секрече, сензорной красоты, от моих рук не одна, одинокая краса, солнце моя родина, одинокая краса, солнце моя родина. Спасибо огромное, друзья. Ну а прежде чем мы перейдем к следующему поздравлению, давайте еще раз предоставим эту прекрасную площадку нашим замечательным друзьям из вокально-хореографического ансамбля «Горный хрусталь Ватан». Аварский танец специально для вас. Аплодисменты, друзья. Это был аварский танец в исполнении вокально-хореографического ансамбля «Горный хрусталь Ватан». Спасибо, что были с нами в этот прекрасный вечер. Но прежде чем мы к следующему поздравлению перейдем, хотелось бы обсудить небольшую кавказскую поговорку. Когда на Кавказе рождается дочь, говорят, что это камень, который должен укрепить стену чужого дома. На самом деле так оно и получается. Но удастся ли этому камню на самом деле укрепить стены дома? Или же, напротив, он станет разрушительным элементом, зависит от того, как этот камень обтесывали, готовили в его собственном доме. Я, как человек, который хорошо знает Юнус Хаджиеси, Гузар Яцау, этих людей и их дочь, уверенно могу сказать, что это очень хорошо отесанный камень, который, несомненно, поможет стать гораздо крепче дому прекрасной семьи Гамосовых. Ну а прямо сюда сейчас я хотел бы пригласить человека, который должен в этом доме быть главной сваей, главным элементом, на котором держится все. Человека, у которого всегда блестящая прическа, и человека, у которого вот уже много месяцев в голове, наверное, играет та самая прекрасная песня, которую мы с вами слушали: «О Зульфия, о Зульфия». Хачимурат, просим тебя. Да-да, можно поаплодировать, тогда он точно немного шустрее двинется сюда. Ну как-то совсем не бодро. Давайте еще раз пободрее. Да. Но на самом деле одними фотографиями мы здесь не отделаемся. Я смотрю, так называемые новые родственники, представители семьи Гамосовых уже начали выходить. Давайте все, уважаемые, сюда. Потому что да, фотографии это, конечно, прекрасно, но мы хотим послушать и ваши пожелания. Можно пока фото, можно. А затем, пожалуйста, сюда ко мне к микрофону. Умраем. И второй тоже. Вы что тут потеряли, а? Allah kahretsin, Allah kahretsin. Yürekler istendiği için olsun. Allah ıslah değil. Всем салам алейкум. Желаю всего самого лучшего, чистой, светлой дороги в вашей семейной жизни. Счастливо. Это Усман должен быть. Счастливо.
Зулечка моя, я поздравляю тебя с этим днем, поздравляю родителей Зули. Для них это одновременно и праздник, и может быть им тяжело, но я хочу сказать, что мы Зулечку будем очень сильно беречь, мы будем о ней заботиться. Она наш цветочек, она самая важная, самая красивая, поэтому мы о ней будем очень сильно заботиться. Симузарова, не переживай о ней, если что. Слезы уже все выпуканы, у меня только радость от того, что Зуля стала частичкой нашей семьи. Зуля, спасибо тебе, и семье Зули тоже очень спасибо. Я очень рада, что вы нас связали, что Зуля и Кажимар связали меня и мою семью с такими честными людьми. Спасибо. Я присоединяюсь к словам моей сестры. Я уже поздравляла, я вас очень люблю. Поздравляю. Я присоединяюсь к словам моей сестры. Зуля, Кажимар, я вас очень сильно люблю. Зуля, ты такой цветочек, такой нежный цветочек. И самое лучшее. Сегодня очень красивый день, и ты самая красивая в этом зале. Люблю вас. Кажимар, Зуля, я вас поздравляю с этим днем. У нас уже бахтиги. Родители, не переживайте, она хорошая. Мы будем хорошо заботиться о ней. Ты очень красивая. Я очень рада, что именно ты стала нашей невесткой. Симузар, Юнус Вацал. В первую очередь, можешь поздравить Рушина. Аллах, Анижер вас, мажор, семья, баркат, кумироватики. Имам был уже достойный дубцевеги. Ну, сеги нижер, баркат, имам, гуньервятики. Тека дунял, тека, хазам, гульпат, субике, переги. Прежде чем мы начнем танцевать, я эту историю как-то очень давно на одной свадьбе рассказывал, многие из ныне присутствующих тоже там были. Это рассказ моего друга. Он русский парень, и его друг тоже русский, женился на девушке-армянке. И так уж получилось, что почти все в гости были, это исключительно сторона невесты. Он говорит: слушай, со стороны Андрея, походу, был я один. И я всю свадьбу смотрел, как выходит кто-то из ее родственников, направо какой-нибудь дядя, и говорит: Леточка, еще вчера ты была такой маленькой, а сегодня выросла такой красавицей, уже выходишь замуж. Андрей, ну ты нашу Лету, смотри, не обижай. И так звучали почти все тосты. Поэтому, Ажура, ты смотри нашу Зульфию, не обижай. А теперь этот танцпол для вас, дорогие друзья, спасибо.
супруги. Я бы на себе построю мир, ни одного это причу. А я все карта, все невесты будем рады, слышишь, сила. Если просто будет страшно, если нас осталось мало, ложно ты надо. Слышишь, сила, ой, сосуда, слышишь, сила, ой, сосуда. Стал. Ой. Прежде чем следующий тост объявить, я бы хотел обратиться к нашим замечательным официантам. У нас далее в программе мероприятия торт, поэтому просьба подготовить всю необходимую посуду. А к микрофону сейчас хотелось бы позвать подруг невесты. Я знаю, что они долго ждали своего часа, но вот этот момент настал. Итак, подруги невесты. Эсмира, Эфсана, Камилла, Хадижа, Диана, Самира, Фатима, Анисат, еще одна Диана, Камилла и Субейбат. Всех вас просим сюда. Но пока вы сюда идете, хочется сказать, что женская дружба – это тема просто огромного количества анекдотов. И вообще мужчины любят между собой шутить, что женской дружбы нет, но я сейчас этого делать не буду, я скажу по-другому. Зульфия, вот твои прекрасные подруги здесь. Я хотел бы тебе пожелать, чтобы они были как хороший, качественный Wi-Fi. Всегда рядом, когда нужны, и чтобы никогда не пропадали без причины. Да, еще раз напомню официантам, просьба приготовить все необходимое для торта, потому что сейчас подруги невесты выскажут свои пожелания, а затем уже мы приступим вот к тому самому. Кто у нас начинает? Поздравляю тебя, желаю счастья, семейного благополучия, гармонии. Ты знаешь, как я была рада, когда узнала. Я тебя очень люблю и дорожу тобой. Зулечка, я поздравляю тебя с таким важнейшим днем в твоей жизни и желаю, чтобы твоя семейная жизнь была полна радостных и самых счастливых моментов. Дорогая Зуля, поздравляю тебя с таким прекрасным днем. Желаю вам с Мурадом ценить друг друга, любить и уважать. Аллах смешиваский. Дорогая Зуля, я тебя очень сильно люблю, и все самые важные слова тебе сказала уже лично. И... Дорогая Зуля, будь самой счастливой, любимой и любящей. Мы тебя все очень сильно любим. Зу. На этом все. Нет. Ты знаешь, что я очень сильно тебя люблю. И, к сожалению, я приехала одна, и сама понимаешь, моя семья не сумела разделить с тобой эту радость прекрасную. И несмотря на то, что сейчас дали слово подружкам невесты, я бы хотела поздравить тебя не только от себя лично, но и от всей своей семьи, а особенно от моего старшего брата. Он безумно за вас счастлив, очень сильно вас любит. И чего я могу пожелать, так только любви, счастья, здоровья, детей. Все, будьте счастливы! Зулечка, я желаю тебе семейного благополучия, женского счастья, чтобы ваша любовь приносилась на долгие-долгие годы. Я тебя очень люблю. А нас с Амирой будь счастлива. И с Мирой не договорили. Я просто хотела сказать, что ты была рядом со мной в очень важный момент в моей жизни, и я действительно тебе очень благодарна, и хочу, чтобы ты знала, что бы ни произошло, я считаю это по твою правую сторону. Будь счастлива. Так, просьба оставаться здесь, или давайте немножечко ближе сюда пододвинемся. Друзья, моя просьба по поводу посуды, надеюсь, была выполнена. Потому что сейчас то, что я называю консолидирующим началом на свадьбе, потому что мужчины на свадьбе любят покушать, а женщины любят красивую атмосферу. Так вот оно, то, что нас объединяет. Торт. Он и вкусный, и атмосферу создает очень красивую. Мне сказали, что здесь 25 килограммов веса. Но это 30?
в октябре смогут на это претендовать. Ладно, так уже как угощать. Давайте поаплодируем все вместе. Наверное, на этом хватит, а то сейчас все гости прочухают, что как можно подойдут и начнут. Лучше не стоит. Все, друзья, официантная просьба здесь помочь. Давайте заберем тарелочку, откатим торт. Его порежут обязательно все гостя. Тут гостя. А у нас дальше по программе то, чего вы все тоже очень-очень ждете. У нас сейчас будет дискотека. Очень интересный флешмоб, по-моему, такой вот впервые. Можно, вам уж точно можно. Друзья, я предлагаю, чтобы все тикток порезали, разнесли по столам, а ты со своими подругами сможешь потанцевать. Они этого очень ждут, теперь и те, кто на диете прямо обижаются. Им же нельзя. Это что-то новое. Ну ладно, как я могу автоп так сказать? Добрый вечер, дорогие гости. Я хочу рассказать маленько предысторию. Мы работаем совместно лет 17, да? Сколько? Ну, 17-18. И, конечно, для нас огромная честь, что нас пригласили на это важное событие вашей семьи. Мы желаем, конечно, молодым огромной любви, большого счастья и прожить очень много вместе лет счастливых, ну и всего самого наилучшего. Спасибо за то, что нас пригласили. Я присоединяюсь к супруге, к словам. Спасибо, все классно, все здорово. Желаем счастья, процветания молодым, чтобы только радость в доме была. Спасибо огромное за приглашение. Действительно, большая честь для нас оказаться здесь сегодня на таком большом празднике новой семьи. Пусть семья будет дружной, любящей, любимой, крепкой. Ну и, конечно, чтобы эта семья становилась больше деток, а юнусов, внуков. Спасибо большое вам, родителям,
поздравляю, в общем, молодых, желаю счастья, здоровья и долгих лет совместной жизни. Всем здрасте, всем салам. Зуля, от всей души поздравляю тебя с таким замечательным днем. Желаю, конечно, счастья. Любите друг друга, уважайте друг друга, слушайте друг друга и будьте счастливы. Спасибо за приглашение. Любви вам. Они уже просто высказались по полной. Я думаю, здесь что-нибудь русское для этих запрещенных. Да. После того, как я меня как вручат цветы. Подготовленные люди, друзья. Большой рецепт. Кончилось лето, не жалей об этом. Где я тебя люблю. И запомни это наше лето. Запиши голос на кассету. Я тебя люблю. Запиши мой голос на кассету. Запиши мой голос на кассету. Я тебя... Спасибо большое, друзья, очень приятно, что даже сейчас, когда свадьба уже плавно идет к финалу, у вас до сих пор столько энергии, ну просто невероятно. Потрясающая атмосфера, она здесь такая именно благодаря вам.
И у друзей Умраевых действительно, у семьи Умраевых действительно очень много друзей из разных городов. И сейчас мы начнем из непосредственно отсюда, с Новокузнецка, чего уж далеко отходить. Довольно много имен сейчас прозвучит, поэтому просьба слушать внимательно и оперативно подходить сюда к микрофону. Мамед, Гасан, Рашид, Рафик, еще один Мамед, Яшар, Асиф. Вот Камид и Асиф как раз из Чистогорска.
Выпьем за друзей, куда летишь, Аймурат, очень колеса, а ваши глаза свели с ума, такую красотку не один, наличие с ним, выпьем за друзей, куда летишь, Аймурат, очень колеса, а ваши глаза свели с ума, такую красотку не один, моя аванская туса, моя красивая роза. А тебе, милая, и себя открою. Моя аванская роза, моя красивая роза. А тебе, милая, и себя открою. Россия большой, страна золотой, девушки вокруг, осады крутой, русский народ, всегда вперед, бога с вами, от души споет. Россия большой, страна золотой, девушки вокруг, осады крутой, русский народ, всегда вперед, бога с вами, от души споет. Моя аварская роза, моя красивая роза, а тебе, милая, кайфую, и себя я думаю. Моя аварская роза, моя красивая роза, а тебе, милая, кайфую, и себя я думаю. Я люблю тебя весную, мы с тобой делить я буду, твоих глаз я не забуду, а цветов цвету собою. Я люблю тебя весную, мы с тобой делить я буду, твоих глаз я не забуду. Солнце мое, душу мою, звезды мои, летит к нему, я всегда вижу, ты пойми, а твоих пеню. А цветом цвету собою, я люблю тебя весную, мы с тобой делить я буду, твоих глаз я не забуду.
Çok sağ olun, София Ханым. Друзья, у нас на самом деле остался, по сути, ровно один блок. Это, друзья, из самых разных уголков. У нас, благо, география достаточно обширная. Сейчас буду перечислять всех, но я надеюсь, хотя бы половина этих людей еще здесь. Итак, из города Осинники Хикмат со своей семьей. Многочисленная делегация из Темерова. Тинатьев Исмаил с семьей, разумеется. Давудов Шамиль, Расим, Рамазан, Ислам, Хайдар, Эльдар, Тинатьев Шамиль и Ахмедов Рамиль. Также приглашаются гости из Белова: Ибрагим, Умар и Сурхай. Из Кургана Мехтив Абдурахман. Из Казани Мамедов Магомед и Тоночев Фейзуддин. Из Екатеринбурга Затир Низамуддин, Давуд Дибир Гаджи, Имран, Шамиль Эхтибар и Махлясов Расим. Из Омска Магомед, Айдын, Самир, Ислам, Ильгар и Махлясов Рамиз. Представители города Томска: Имран, Авсалдин, Хынцева Ильгар и Вюгар, а также Амиров Амар. Ну из города Новосибирска: Гурбанов Расул, Лачин, Шамиль Хаджи, Мамед Хаджи, Сулейман, Хынцев Ильгам и Мехтиев Мурат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие братья и сестры, гости из разных городов. Мы сегодня очень рады, что присоединились к этим пожеланиям. От души желаю Семен Мураева, моему брату Хаджи Юнусу, его детям этот прекрасный день. Желаем всем земных благ, здоровья, долгих лет жизни. Остальное, как раньше в наше время говорили, все можно было на базаре купить, а вы можете все это купить сейчас в базаре, в интернете или где-то там. В общем, всего наилучшего, всех земных благ вам. Еще раз поздравляем, всего хорошего. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Добрый вечер. Ну, все поздравления сегодня, понятное дело, виновнику торжества. Хочу пожелать счастья, чтобы всегда родители были довольны, чтобы всегда радовались, чтобы не огорчали никогда. Ассаламу алейкум, добрый вечер. В первую очередь хочу поздравить родителей. Юнус Хаджи, Симзавлят, Аллах мужей, вам биштивели Богу Салдану, Аллах сиясин Бахтиги, Талихтиги, Мужей Хейсуго, Усматиги, Исматигуги, Мужей Хику, Дунялазуи, Рекам Ману Ади Тушаги. Йохам Тагмир. Ассаламу алейкум, Камат. В первую очередь поздравляю родителей Юнус Хаджиев, также маму жениха, маму невесты. Аллах свахтиги, каламатские провели вахталихтиги. Юнус Хаджиев, много ласвих химе власти бисере, тухесу мехлесу, ахана лекалиги, ласки ташкилиги. Аллах свахтиги. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Юнус Хаджиев, Allah sbachtige talechtige ab khizan kulpat issi miflis mahla alach adis mahla ratzo ebelinso rekel bu murar qabjek so kodar salotno ahal qobek sahanz bu mahlana la ilaha illallah hazu khizan zi bekin buz Allah sbach talechtige Allah akbar
Ассаламу алейкум рахматуллах всем приветствую. Хотел бы в первую очередь поздравить родителей. Юнус Битя поздравляю. Симзарабай тоже поздравляю. Короче, у вас -1. И как бы хочу, чтобы плюс уже Заур сделал. Заур, встань, да, хотя бы встань, чтобы все видели. Вот он холостой парень, так что ему тоже надо жениться. Тебе тоже Аллах спахкеги заранее. Так что давай газуй, брат. Давай, сестра уходит, надо невестку привезти в дом. Давай, родителям надо хульмат делать, сам понимаешь. Давай, поздравляю еще раз. В первую очередь поздравляю родителей. Счастья, здоровья, Аллах спахкеги. Всем ассаламу алейкум. Поздравляю родителей Юнус Битя Симзарабай. Молодым я пожелаю, как обычно, самое главное, семейного благополучия. Честно говоря, я ничего не готовил, но и знаете, что я могу сделать? Вот это вот все, что сейчас здесь сегодня сказали, вот это все в скобки взять и во втором кубе тебе все отправить. Все, Аллах спахеги. Добрый вечер, ассаламу алейкум. В первую очередь поздравляю молодых. Юнус, где он? Аллах спахеги. Хизан рейс мад ябва, хизан удяктар. Аллах хазу бахтеги, хикб умур беги, хикб дунял беги. Другая семья, у них другой устав, другая конституция. Я дунял табиши бегцен саскиля боны, и величу сасконы. А то ли я фусаски ду, и величу саски ризки смотри. Аллах бахтеги, Аллах акбар. Аллах спахеги, садахтеги. Салам алейкум, добрый вечер. Biz size ebelimin tarafı açıldı. Market, Oğuz'u, dörtünün dünya, avadanın umru. Tarih bugün umru begi, hoşul begi, sahi begi. Rohmutagi, baharal. Allah spahkegi, sadahkegi. Allah spahkegi.
Во-первых, еще раз от всей души. Я думаю, сейчас все присутствующие меня поддержат. Самые искренние поздравления вашей семье. Мне кажется, наш сегодняшний праздник удался. Вы с этим согласны, друзья? Такое ощущение, будто бы не все. Праздник удался у нас, давайте еще раз. Но вот это больше похоже на правду. Ну и давайте финальное слово хозяину дома предоставим, который действительно организовал для нас потрясающий вечер, потрясающий праздник, за что ему огромное спасибо. Не торопитесь. Дорогие друзья, гости, спасибо вам за то, что пришли, поддержали. Ну, всему есть свое время, свой договор. И есть люди издалека приехали, отдыхать надо. Ну, сами вы понимаете, как бы есть время начинать и время заканчивать. У меня здесь договор до 12 часов. Минут 20 мы потанцуем, и мы будем закрываться уже, как бы надо убирать все вот это. Завтра всех приглашаю сюда же вниз, 12 часов, 12 час, всех приглашаю туда, на чаепитие, торт у нас остался, еда у нас осталась, все у нас есть. Всех я жду 12 часов завтра здесь. Но сегодня меня извините, если что не так, ну, всему есть свой порядок. Да, еще 20 минут и расходимся, потому что гости уходят. Но это все-таки раз была отдельная просьба, все-таки всех Умраевых и Батараевых, да, мы сюда просим на общий танец тоже. Молодежь, вы тоже сильно не разбегайтесь.